Есть ароматы, которые настолько давно живут рядом с человеком, что мы почти перестали их замечать. Мы добавляем их в чай, кофе, выпечку, горячее вино, праздничные блюда. Они становятся частью семейных воспоминаний, запахом дома и зимних вечеров. Корица – один из таких ароматов. Всем привет, меня зовут Алина. Здесь про ароматы, психику и внутреннее состояние. Сегодня корица кажется привычной и доступной. Небольшая баночка этой пряности есть почти в каждом магазине, а палочки корицы лежат рядом с десятками других специй. Трудно представить, что когда-то за этот аромат люди были готовы пересекать океаны, рисковать жизнью и вести войны. Но история корицы – это гораздо больше, чем история торговли пряностями. Это история о том, как небольшая полоска древесной коры стала частью человеческой цивилизации. Она вошла в священные тексты, использовалась в древних храмах, сопровождала царей и путешественников, наполняла кухни разных народов мира и спустя тысячи лет продолжает звучать в современной парфюмерии. Возможно, именно поэтому аромат корицы до сих пор вызывает в нас ощущение тепла, безопасности и чего-то удивительно знакомого. Сегодня мы отправимся в путешествие длиной в несколько тысяч лет. Мы проследим путь корицы от влажных лесов Южной Азии до древних торговых путей. Поговорим о ее месте в Библии, познакомимся с разными видами корицы. Заглянем в мир ароматерапии и современной науки. Попробуем понять ее психологический и культурный смысл. И, как всегда, в конце фильма прислушаемся к ее посланию. Потому что каждое растение – это не только объект ботаники. Это еще и история отношений между природой и человеком. Когда мы произносим слово «корица», большинство из нас представляет небольшую коричневую палочку или порошок, который пахнет теплом, выпечкой и праздником. Но на самом деле корица – это не плод, не семена и даже не древесина. Это внутренняя кора дерева. Когда молодые побеги достигают нужного возраста, с них осторожно снимают внешний слой. Затем отделяют тонкую внутреннюю кору, которая по мере высыхания сама сворачивается в знакомые нам трубочки. Удивительно, что этот процесс почти не изменился за многие столетия. Сегодня, как и тысячи лет назад, большая часть настоящей корицы по-прежнему собирается вручную. И, пожалуй, именно поэтому в каждой палочке корицы до сих пор чувствуется что-то очень живое. Это не переработанный промышленный продукт, а часть дерева, которая сохранила свой аромат и характер. Представьте влажные тропические леса Южной Азии. Воздух насыщен влагой. На склонах острова Шри-Ланка растут вечнозеленые деревья, которые внешне совсем не похожи на будущую драгоценную пряность. Если пройти мимо такого дерева, можно даже не обратить на него внимания. Его листья блестят на солнце, маленькие белые цветки почти незаметны среди густой листвы, а зеленые плоды напоминают ягоды. И только если осторожно надрезать молодую кору, воздух мгновенно наполнится тем самым ароматом, который человечество узнает уже несколько тысяч лет. Так начинается история настоящей корицы – Cinnamomum verum. История дерева, которое изменило мир. Сегодня мы знаем, что родиной настоящей корицы считается остров Шри-Ланка. Но на протяжении большей части человеческой истории это место оставалось неизвестным. Корица попадала в Древний Египет, в земли Ханаана, а позднее в Израильское и Иудейское царство, затем в Грецию и Рим. Она была одной из самых дорогих пряностей древнего мира, однако почти никто не мог ответить на простой вопрос: где растет дерево, подарившее человечеству этот аромат? Это была одна из самых тщательно охраняемых торговых тайн древности. Задолго до эпохи великих географических открытий небольшие связки ароматной коры уже пересекали Индийский океан.
Они попадали в порты Южной Аравии, затем отправлялись в Египет, в земли Ханаана и дальше, по всему Средиземноморью. Каждый купец знал лишь небольшой участок этого пути, целиком его почти не видел никто. Арабские торговцы прекрасно понимали, пока происхождение корицы остается тайной, сохраняется ее огромная ценность. Поэтому вместо правды рождались легенды. Древнегреческий историк Геродот рассказывал о гигантских птицах, которые строят свои гнезда из палочек корицы высоко на отвесных скалах. Чтобы добыть драгоценную пряность, люди якобы оставляли внизу большие куски мяса. Птицы поднимали их в гнезда, те не выдерживали тяжести и падали вниз вместе с ароматными веточками. Сегодня эта история кажется красивой сказкой, но более 2000 лет назад многие воспринимали ее всерьез. Существовали и другие рассказы. Одни говорили, что корицу охраняют ядовитые змеи. Другие утверждали, что она растет в далеких землях, куда почти невозможно попасть. Все эти легенды выполняли одну задачу – скрыть настоящее происхождение растения. И им это удалось. На протяжении многих веков человечество восхищалось ароматом корицы, но почти никто не знал, где начинается ее путь. Именно эта тайна однажды заставит европейцев искать новые морские дороги на восток. Она приведет к великим экспедициям, изменит карту мира и превратит небольшую полоску ароматной коры в одну из причин борьбы за господство на морях. Путешествие корицы начинается задолго до появления европейских мореплавателей. За 1000 лет до нашей эры ее аромат уже достигал берегов Нила. Древний Египет был одним из крупнейших торговых центров своего времени. Сюда стекались товары со всего известного мира: золото Нубии, ливанский кедр, африканская слоновая кость, ладаны мирра из Южной Аравии. Среди этих драгоценных даров природы была и корица, но путь ее был долгим. Она пересекала Индийский океан, проходила через руки арабских торговцев, преодолевала пустыни и только потом попадала в Египет. Для большинства египтян ее происхождение оставалось загадкой. Возможно, именно поэтому она ценилась почти наравне с драгоценными металлами. Однако главным ее богатством считался не только редкий аромат. Для древних египтян благоухание было частью священного мира. Аромат сопровождал молитвы, храмовые ритуалы и погребальные церемонии. Он обозначал переход между мирами, между жизнью и смертью, земным и божественным. Именно поэтому драгоценные благовония использовались при бальзамировании. Они не только помогали сохранять тело, но и становились частью подготовки человека к вечной жизни. Корица входила в состав некоторых ароматических смесей и благовоний, наряду с миррой, кассией и другими редкими смолами и пряностями. Она была настолько дорогой, что позволить ее могли лишь храмы, дворцы и самые состоятельные люди. Интересно, что уже тогда аромат перестал быть просто приятным запахом. Он стал символом ценности, того, что достойно особого отношения, того, что сохраняют, того, что переживает время. Но если в Египте корица прежде всего сопровождала путь человека в вечность, то на востоке Средиземноморья ей предстояло обрести совершенно иной смысл. В землях древнего Израиля она станет не только драгоценной пряностью, но и частью одного из самых священных ароматов, известных человечеству. Задолго до того, как европейские державы начали бороться за торговлю корицей, этот аромат уже занимал особое место в духовной жизни древнего Израиля. В книге «Исход» Бог обращается к Моисею с повелением приготовить особое священное масло поамазания. Оно должно было использоваться исключительно для посвящения скинии, ее принадлежностей, а также первосвященников. В его состав входили всего несколько драгоценных ароматических веществ: смирна, благовонная корица,
айр, кассия и оливковое масло. Это был не просто благовонный состав. Это был аромат, который обозначал присутствие священного. Им нельзя было пользоваться в повседневной жизни. Его запрещалось повторять для личных целей. Оно принадлежало только пространству встречи человека с Богом. Удивительно, что среди множества известных в то время растений именно корица вошла в этот состав. Это говорит не только о ее высокой стоимости, но и об особом отношении к ее аромату. Для древнего человека запах был гораздо большим, чем приятные ощущения. Он помогал отделить обычное от священного, повседневное от посвященного. В еврейской традиции аромат вообще занимает особое место. После разрушения второго храма многие способы храмового служения стали невозможны. Но благословение на благоухание Беркот Ани Энин сохранилось до наших дней. Вдыхая аромат цветов, пряностей или душистых растений, человек благодарит Творца за красоту и разнообразие созданного мира. Есть еще одна удивительная традиция. Во время церемонии Авдала, завершающей шаббат, принято вдыхать ароматные пряности – псамим. По одному из объяснений мудрецов, в шаббат человек получает дополнительную душу – нишама етера. Когда шаббат заканчивается, человеку бывает трудно расставаться с этим особым состоянием покоя и близости к Богу. Аромат пряностей становится утешением, помогая мягко перейти обратно в повседневную жизнь. И хотя для бесамим могут использоваться разные растения, сама идея удивительна. Аромат становится спутником перехода между двумя состояниями человеческой души. Каббалистическая традиция уделяет чувству обоняния особое внимание. Согласно одному из объяснений мудрецов, именно обоняние сохранило особую чистоту после истории древа, познания добра и зла. Возможно, поэтому аромат воспринимается как чувство, способное прикоснуться к самым глубоким слоям человеческой души, туда, куда не всегда могут проникнуть слова. Если в Древнем Египте аромат подчеркивал ценность и сопровождал путь в вечность, то здесь он становится языком общения с Богом. Он становится языком памяти, языком благодарности, языком встречи. Пока в одних культурах аромат становился частью молитвы, в других он продолжал оставаться одной из самых охраняемых торговых тайн. На протяжении многих столетий Южная Аравия была сердцем мировой торговли благовониями. Именно сюда прибывали корабли из Индии и Шри-Ланки, привозя драгоценные пряности. Здесь их груз перегружали на караваны, которые пересекали пустыни и отправлялись в Египет, земли древнего Израиля, Грецию и Рим. Но Южная Аравия была не просто перекрестком торговых путей. Это была цивилизация ароматов. Ладан и мирра сопровождали религиозные церемонии. Душистые масла использовали для ухода за телом. Пряности входили в состав лекарственных средств и праздничных блюд. Корица постепенно становилась частью этой богатой ароматической культуры. Ее ценили не только за аромат, но и за редкость. А вместе с редкостью росла и ценность знания. Торговцы прекрасно понимали: пока происхождение корицы остается неизвестным, она будет стоить дороже золота. Поэтому настоящую историю растения тщательно скрывали, а ее место занимали легенды. Но каждая тайна однажды рождает желание найти истину. Следующей остановкой станет Древняя Греция, цивилизация, где легенды впервые начинают уступать место наблюдению и исследованию природы. Если арабские купцы стремились сохранить тайну корицы, то в Древней Греции все чаще звучал другой вопрос. Что представляет собой это растение на самом деле? Античная Греция становится временем, когда природу начинают не только почитать, но и изучать. Философы и естествоиспытатели наблюдают за окружающим миром
сравнивают растения, описывают их свойства и пытаются отделить факты от легенд. Одним из первых таких исследователей становится Теофраст, ученик Аристотеля, и человек, которого сегодня называют отцом ботаники. Хотя происхождение корицы все еще оставалось неизвестным, само стремление наблюдать и исследовать природу становилось новым шагом в истории человеческого знания. Одновременно корица постепенно входила и в повседневную жизнь греков. Ее использовали в ароматических маслах, благовониях и лечебных составах. В трудах античных врачей она описывается как согревающее растение, помогающее пищеварению и поддерживающее силы организма. Так корица постепенно переставала быть лишь загадочным сокровищем далеких земель. Она становилась предметом знания. К тому времени, когда корица достигла Римской империи, она уже успела стать символом ценности, священного и тайны. Но именно в Риме она приобретает еще одно значение. Она становится символом роскоши. Через египетские порты в империю непрерывным потоком поступали товары с Востока. Шелк, драгоценные камни, благовония и редкие пряности. Среди них особое место занимала корица. Ее аромат сопровождал богатые дома и дворцы. Корицу добавляли в дорогие вина и изысканные блюда. Она входила в состав ароматических масел, которыми натирали тело после посещения знаменитых римских терм. Ее использовали в благовониях, наполнявших дома, храмы и праздничные процессии. Она была частью искусства жить красиво. Но, как и прежде, позволить себе ее могли далеко не все. Чем реже была пряность, тем сильнее она подчеркивала богатство и положение своего владельца. Историки рассказывают, что после смерти своей жены Попеи император Нерон приказал сжечь во время погребальной церемонии такое количество благовоний, которого, по словам современников, хватило бы всему Риму почти на целый год. Этот рассказ не только о скорби. Он показывает, насколько высоко ценились драгоценные ароматы в римском мире. Корица стала языком достатка, языком власти, языком престижа. Но чем больше рос спрос на восточные пряности, тем сильнее становилось желание узнать, где же начинается их путь. Тайна, которую столетиями берегли торговцы, постепенно превращалась в цель целых государств. Пройдут века. Римская империя исчезнет. Но мечта найти землю, где рождается корица, останется. И однажды именно она поможет изменить карту мира. Начнется эпоха великих морских путешествий. К XV веку Европа уже хорошо знала корицу. Ее аромат ценили в домах знати, монастырях, аптеках и на королевских кухнях. Но происхождение этой драгоценной пряности по-прежнему оставалось скрытым. Большая часть торговли проходила через арабских посредников и венецианских купцов. Каждый новый участник пути увеличивал стоимость товара. Европейские государства понимали, если удастся найти морской путь к источнику пряностей, изменится не только торговля, изменится баланс сил во всем мире. Так поиск корицы, перца, гвоздики и мускатного ореха стал одной из причин эпохи великих географических открытий. В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама достиг берегов Индии, открыв морской путь вокруг Африки. Спустя несколько десятилетий португальцы закрепились на Цейлоне, современном острове Шри-Ланка, родине настоящей корицы. Впервые европейцы получили прямой доступ к дереву, которое веками оставалось почти легендарным. Но история на этом не закончилась. В XVII веке контроль над островом перешел к голландской Остинской компании. Голландцы стремились сохранить монополию на торговлю корицей. Они расширяли плантации, строго контролировали экспорт и даже уничтожали деревья за пределами подконтрольных территорий, чтобы сохранить высокую цену на рынке.
позже власть над островом перешла к Британской империи. Постепенно выращивание корицы распространилось и в другие тропические регионы мира. Растение, которое на протяжении тысячелетий было доступно лишь немногим, постепенно становилось частью повседневной жизни миллионов людей. Пока европейские державы боролись за торговые пути и монополии, в Индии корица на протяжении многих веков оставалась частью повседневной жизни. Здесь ее ценили не только как пряность, прежде всего, как лекарственное растение. В аюрведе корица известна как одна из согревающих специй. Считается, что она помогает разжечь агни, внутренний огонь пищеварения, улучшает кровообращение, поддерживает иммунитет и помогает организму восстанавливать внутреннее равновесие. Ее добавляли в лечебные смеси, травяные отвары, молоко со специями и пищу. Но в индийской традиции специи редко рассматриваются по отдельности, они работают вместе. Корица соединяется с кардамоном, имбирем, гвоздикой, черным перцем и куркумой, усиливая действие друг друга и создавая гармоничные сочетания. Именно здесь особенно ясно становится видно, что аромат способен быть не только удовольствием. Он становится частью ежедневной заботы о человеке, частью культуры, частью семьи, частью дома. Но если в Индии корицу связывали с внутренним огнем и жизненной силой, то в Китае ее история получила еще одно удивительное продолжение. Там она стала символом тепла, поддерживающего саму основу жизни. История корицы в Китае насчитывает не одно тысячелетие. Здесь особенно ценится другой вид – китайская корица, или кассия, Cinnamomum cassia, которая на протяжении веков стала одним из важнейших растений традиционной китайской медицины. Если в Индии внимание было обращено на внутренний огонь пищеварения, то китайская традиция смотрела на корицу значительно шире. Она воспринималась как растение, способное возвращать тепло всему организму. В трактатах традиционной китайской медицины кассию использовали для согревания меридианов, улучшения кровообращения и восполнения энергии ян. Ее назначали людям, испытывающим ощущение холода, слабости и истощения. Здесь аромат уже не был символом роскоши. Он становился частью искусства поддержания внутреннего равновесия. И хотя аюрведа и традиционная китайская медицина возникли независимо друг от друга, удивительно, что обе культуры увидели в корице одно из самых согревающих растений. Они говорили на разных языках, но словно услышали одно и то же. Так постепенно корица становилась частью самых разных культур. Где-то ее почитали как священный дар, где-то берегли как тайну, где-то превращали в символ богатства, а где-то в ежедневного помощника врача. Но ее путешествие на этом не заканчивается. Впереди неожиданная остановка, совсем другой континент и совсем другая корица. Кажется, что история корицы уже рассказана. Но природа любит сюрпризы. В дождевых лесах Эквадора растет дерево Ocatea quixos. Его часто называют американской корицей или амазонской корицей. Ботанически оно вовсе не относится к роду Cinnamomum. И все же его кора и листья обладают удивительно теплым, пряным ароматом, напоминающим корицу с цветочными и древесными оттенками. Для коренных народов Амазонии это растение на протяжении веков оставалось частью повседневной жизни. Его использовали как пряность, лекарственное растение и ароматическое сырье. Сегодня Ocatea quixos все чаще появляется и в натуральной парфюмерии, благодаря своему необычному многогранному запаху. Это напоминает, что мир ароматов гораздо богаче привычных названий. Иногда под знакомым словом скрываются совершенно разные растения, культуры и истории. Пожалуй, ни одна другая пряность не смогла так естественно поселиться в человеческом доме.
На протяжении тысячелетий корица была редкостью. Ее везли через моря и пустыни. За нее платили огромные деньги, вокруг нее рождались легенды. Но однажды она перестала быть сокровищем. Она стала частью кухни. И вместе с этим словно изменилась ее роль. В Индии корица вошла в состав согревающей масалы. Ее аромат раскрывается в чае, молоке, рисе и пряных овощных блюдах. Здесь ее редко используют отдельно. Она словно учит, что настоящий вкус рождается во встрече. На Ближнем Востоке корица неожиданно соединяет, казалось бы, несовместимое. Ее добавляют не только в сладости, но и в блюда из баранины, риса, нута, сухофруктов. Она придает глубину арабскому кофе и праздничным угощениям, аромат которых невозможно представить без пряностей. В Европе корица постепенно становится ароматом зимы и праздников. Она появляется в яблочных пирогах, пряниках, булочках, рождественском печенье и горячем вине. Для многих людей именно этот запах первым напоминает о приближении Рождества и семейных встреч. В Латинской Америке ее добавляют в горячий шоколад, кофе, десерты и сладкие напитки. В Мексике трудно представить традиционный шоколад без теплой пряной ноты корицы. Каждая культура нашла для нее свое место. Но удивительно другое. Почти нигде корица не стала символом торопливой повседневности. Гораздо чаще ее аромат появляется там, где люди собираются вместе. За большим столом, за чашкой горячего чая, за семейным ужином, во время праздников или в тихий вечер, когда дома становится особенно спокойно. Наверное, именно поэтому аромат корицы так редко воспринимается нейтрально. Он словно несет с собой ощущение тепла еще до того, как человек успевает попробовать еду. Одно лишь дыхание может неожиданно вернуть воспоминания. Дом бабушки, рождественское утро, мамин пирог, первое самостоятельно испеченное печенье или просто чувство, что где-то рядом есть место, где тебя ждут. Так, после долгого путешествия через цивилизации корица наконец оказывается там, где ее история продолжается каждый день. На человеческой кухне, в человеческом доме. Но почему именно этот аромат так легко пробуждает чувство тепла и безопасности? Неужели дело только в воспоминаниях? Или сама природа корицы скрывает нечто большее? Чтобы ответить на этот вопрос, пришло время заглянуть внутрь растения, в мир его ароматических молекул. История корицы продолжается. Теперь уже не в храмах и не на кухне, а в лабораториях, кабинетах врачей и мастерских парфюмеров. Там, где древние наблюдения постепенно встречаются с современной наукой. Есть ароматы, которые украшают композицию. Есть ароматы, которые делают ее ярче. А есть те, что способны изменить ее характер. Корица относится именно к таким. Ее невозможно назвать легкой или незаметной. Она сразу создает ощущение тепла. Поэтому на протяжении веков парфюмеры снова и снова возвращаются к ее аромату. Корица звучит насыщенно, пряно, немного сладко и одновременно сухо. В ней можно почувствовать древесные, бальзамические и даже едва заметные дымные оттенки. Но главное – ее способность согревать композицию. Совсем небольшое количество корицы может изменить настроение всего аромата. Поэтому особенно часто она встречается в восточных, амбровых, гурманских и древесных композициях. Она прекрасно сочетается с ванилью, бензоином, лабданумом, сандалом, пачули, кедром, ладаном, миррой, гвоздикой, кардамоном, апельсином и мандарином. За последние 100 лет корица стала одной из самых узнаваемых пряных нот в мировой парфюмерии. Ее можно встретить в десятках знаменитых композиций, но каждый парфюмер раскрывает ее по-своему. В одних ароматах она напоминает теплую домашнюю выпечку.
в других – драгоценные восточные благовония, а иногда звучит неожиданно сухо, почти древесно. Пожалуй, один из самых известных примеров – Ив Сент-Лоран опиум. Именно здесь корица помогает создать ощущение густого восточного тепла, насыщенного, пряного и немного загадочного. Совсем иначе она раскрывается в Parfums de Marly Herod. Здесь ее окружают табак, ваниль и древесные ноты, благодаря чему аромат становится глубоким, мягким и почти медитативным. В легендарном Serge Lutens Ambre Sultan корица вплетается в смолы, лабданум и благовония, усиливая ощущение восточного базара, наполненного специями и горячим воздухом. Современную гурманскую сторону корицы прекрасно показывает Maison Margiela by the Fireplace. Здесь она соединяется с жареными каштанами, ванилью и дымом костра, рождая ощущение зимнего вечера у огня. А в Amouage Journeyman корица звучит совершенно иначе, более сухо, пряно и почти мистически, подчеркивая ладан, табак и можжевельник. Все эти ароматы совершенно разные, но каждый из них использует одну и ту же удивительную способность корицы. Она делает аромат теплее, ближе, живее. Именно поэтому спустя столетия корица остается одной из самых любимых нот в палитре парфюмера. Но есть одна особенность, которую особенно ценят парфюмеры. Корица редко стремится быть главным героем. Она умеет объединять композицию, словно невидимая нить, связывающая самые разные ингредиенты в единое целое. Именно поэтому ее можно встретить как в классических восточных духах, так и в современных нишевых композициях. Она остается актуальной уже многие столетия, потому что дарит аромату не просто красивое звучание, она создает ощущение тепла. Несмотря на выразительный характер, натуральное эфирное масло корицы используется в парфюмерии очень осторожно. Из-за высокого содержания коричного альдегида оно может раздражать кожу, поэтому чаще применяется в очень небольших концентрациях или заменяется более мягкими экстрактами, абсолютами и синтетическими молекулами, позволяющими передать характер корицы безопаснее и точнее. Любопытно, что именно это ощущение сегодня все чаще становится предметом научных исследований. Почему несколько молекул способны вызывать чувство уюта? Почему один аромат кажется согревающим еще до того, как человек осознает его? Ответы начинают искать уже не парфюмеры, а ученые. На протяжении тысячелетий корицу использовали как лекарственное растение. Сегодня многие из этих древних наблюдений получают научное объяснение. Корица – одна из самых изученных специй в современной медицине. Особенно много исследований посвящено ее влиянию на уровень сахара в крови. Крупные обзоры клинических исследований показывают, что регулярное употребление корицы может способствовать снижению уровня глюкозы натощак, уменьшению инсулинорезистентности и снижению уровня гликированного гемоглобина у людей с сахарным диабетом 2 типа. Ученые связывают этот эффект прежде всего с содержащимися в корице полифенолами. Они помогают клеткам лучше реагировать на инсулин и частично замедляют всасывание углеводов в кишечнике. Не менее интересны и другие свойства растения. Исследования показывают, что компоненты корицы обладают выраженной антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Они помогают уменьшать окислительный стресс и влияют на механизмы воспаления, которые лежат в основе многих хронических заболеваний. Большое внимание уделяется ее противомикробным свойствам. Главный компонент эфирного масла, коричный альдегид, проявляет активность против целого ряда бактерий и грибов. Особенно интересны результаты исследований, посвященных Helicobacter pylori, бактерии, связанные с развитием гастрита и язвенной болезни.
а также микроорганизмам, вызывающим кариес. В последние годы ученые изучают и возможное влияние корицы на сердечно-сосудистую систему, обмен жиров и возрастные изменения нервной ткани. Многие результаты выглядят многообещающе, однако требуют дальнейших клинических исследований. Важно понимать, что корица не заменяет лекарственную терапию, но все больше данных подтверждает. Растение, которое сопровождало врачей Древнего Египта, Индии, Китая, Греции и арабского мира на протяжении тысячелетий, действительно обладает высокой биологической активностью. Удивительно, но ощущение тепла, которое вызывает корица, связано не только с нашими воспоминаниями. Оно начинается гораздо раньше, на уровне нервной системы. Коричный альдегид обладает редким свойством. Он взаимодействует с нервными окончаниями, которые помогают организму распознавать тепло. Именно поэтому концентрированное масло корицы вызывает ощущение жжения, а ее аромат воспринимается как по-настоящему согревающий. Но в значительно меньшей концентрации, когда мы просто вдыхаем ее аромат, эти же механизмы создают легкое ощущение внутреннего тепла. Получается любопытная особенность. Корица не просто напоминает человеку о тепле, она помогает телу его почувствовать. На этом ее действие не заканчивается. Запах корицы, как и другие ароматы, проходит в мозг особым путем. Обонятельные сигналы почти сразу достигают лимбической системы, области, которая отвечает за эмоции, память и чувство безопасности. Именно поэтому запах способен изменить наше состояние еще до того, как мы успеем осознать, что именно почувствовали. Некоторые исследования показывают, что вдыхание аромата корицы может способствовать снижению уровня стресса и улучшению концентрации внимания. В экспериментах участники быстрее справлялись с заданиями, требующими сосредоточенности и скорости реакции. Интересно, что этот эффект отличается от действия кофеина. Кофеин стимулирует нервную систему, заставляя ее работать быстрее. Корица действует иначе. Ее аромат не столько возбуждает, сколько создает ощущение внутреннего тепла и помогает мягко вернуть ясность и собранность. Возможно, именно поэтому на протяжении тысячелетий люди связывали корицу не только с уютом, но и с жизненной силой. Но нервная система – это лишь начало этой истории. Когда запах достигает центров памяти, происходит нечто еще более удивительное. Иногда один вдох способен вернуть человека туда, где он был много лет назад. Именно так начинается история обонятельной памяти. После того, как аромат достигает обонятельных рецепторов, начинается удивительный процесс. В отличие от зрения или слуха, запах практически сразу попадает в структуры мозга, связанные с эмоциями и памятью. Именно поэтому запахи способны вызывать воспоминания с такой силой, которые редко достигают фотографии, музыка или слова. Иногда достаточно одного вдоха, чтобы человек вновь оказался в детстве. Не мысленно, а почти физически. Вместе с воспоминанием возвращается атмосфера того момента. Ощущение безопасности, тепло кухни, голос близкого человека, ожидание праздника. Корица – один из самых сильных обонятельных якорей. Во многом потому, что знакомство с ней у большинства людей происходит в раннем возрасте и почти всегда связано с эмоционально значимыми событиями. Домашняя выпечка, семейные праздники, горячий чай зимой, рождественское утро, запах пирога, доносящийся из кухни. Есть и еще одна причина. Корица не сопровождает нас ежедневно. В отличие от запаха хлеба или кофе, она появляется реже, поэтому мозг не перестает ее замечать. Каждый раз аромат словно открывает дверь к уже существующим воспоминаниям. Интересно, что этим эффектом давно пользуются дизайнеры общественных пространств и специалисты по сенсорному маркетингу. В предрождественский период,
Аромат корицы нередко появляется в магазинах, гостиницах и кафе. Он помогает создать ощущение праздника, тепла и эмоционального комфорта. Но важно понимать, маркетинг не создает эти чувства. Он лишь обращается к памяти, которая уже существует. И все же возникает любопытный вопрос. Почему именно корица стала одним из самых сильных символов тепла? Почему похожие смыслы возникали у людей, живших в разные эпохи и на разных континентах? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти за пределы физиологии и памяти и обратиться к архетипам. Если внимательно посмотреть на историю корицы, становится заметно удивительное совпадение. На протяжении нескольких тысячелетий самые разные культуры вкладывали в нее очень похожие смыслы. В Древнем Египте она сопровождала ритуалы, связанные с вечностью. В землях Древнего Израиля входила в состав священного масла помазания. В Индии считалась согревающим растением, поддерживающим жизненный огонь. В китайской медицине ее использовали для борьбы с внутренним холодом и восстановления энергии Ян. В Европе она постепенно стала ароматом домашнего очага и зимних праздников. На первый взгляд кажется, что это совершенно разные истории. Но все они говорят об одном – о тепле. Не только физическом, а внутреннем тепле, которое поддерживает жизнь. Именно поэтому самым точным образом корицы, пожалуй, становится образ священного огня. Не пожара, который уничтожает все вокруг, и не случайной вспышки, а огня, который поддерживают каждый день. Того самого огня, вокруг которого собирается семья, который освещает дом, согревает путника и помогает пережить долгую ночь. Наверное, поэтому корица так естественно соединяет в себе, казалось бы, разные миры. Она присутствует в храме и на кухне, в лекарстве и в праздничном пироге, в древнем ритуале и в современной парфюмерии. Повсюду, где человеку необходимо сохранить тепло, внешнее или внутреннее. И, возможно, именно в этом заключается ее главный архетип. Не согревать тело, а напоминать человеку, что внутренний огонь можно поддерживать. А теперь немного о моем опыте взаимодействия с маслом и гидролатом корицы. Эфирное масло цейлонской корицы говорит не столько о самом человеке, сколько о том, что происходит между людьми. Корица словно помогает увидеть две стороны одной и той же истории. С одной стороны, наши глубинные трудности быть по-настоящему вместе. Стремление все больше сосредоточиться на себе, защитить свое, получить больше, чем отдать. Незаметно именно это начинает отдалять людей друг от друга. Но одновременно она показывает и другой путь. Она напоминает, что самая большая жизненная сила рождается не в накоплении, а в соединении. Что настоящее тепло появляется там, где человек способен выйти за пределы собственного эгоизма, услышать другого, сделать шаг навстречу, разделить, а не только взять. Наверное, именно поэтому на протяжении тысячелетий корица сопровождала не только храмы и дворцы, но и семейный стол, праздничные встречи и совместную трапезу. Она словно вновь и вновь возвращала людей туда, где рождается связь. Для меня аромат цейлонской корицы – это напоминание о простой, но очень глубокой истине. Тепло невозможно сохранить в одиночку. Оно рождается между людьми. И когда человек начинает преодолевать собственную замкнутость, в отношения постепенно возвращается жизнь, возвращается доверие, возвращается энергия, появляется пространство, в котором снова хочется жить, творить и любить. С гидролатом корицы мой опыт отличается от работы с эфирным маслом. Если эфирное масло словно показывает направление движения, помогает увидеть, где нарушается связь между людьми,
и что возвращает ее к жизни, то гидролат работает с тем, что уже произошло. Он не столько открывает новые темы, сколько помогает постепенно интегрировать уже существующий опыт. Гидролат корицы особенно работает с темой отношений в семье, в роду, внутри народа или культуры. Там, где людей связывает гораздо больше, чем личная симпатия. Общая история, язык, память, привычки, опыт предыдущих поколений, иногда сама земля, на которой жили их предки. Такие связи могут быть огромным источником поддержки. Но именно потому, что они настолько глубоки, внутри них особенно болезненные ситуации, когда равновесие нарушается, когда один человек использует зависимость другого, когда сила, положение, деньги, возраст или эмоциональная близость дают возможность брать больше, чем отдавать, когда чья-то слабость или незащищенность становится не поводом для большей заботы, а возможностью получить преимущество. И это может происходить не только между двумя людьми. Подобные процессы существуют внутри семей, поколений, социальных групп и целых народов. В работе с гидролатом корицы для меня появляется тема интеграции именно такого опыта. Не отрицать связь из-за того, что внутри нее была боль, но и не оправдывать причиненную боль самой связью. Постепенно становится возможным удерживать обе истины одновременно. Мы связаны. И именно поэтому особенно ответственны за то, как обращаемся друг с другом. Связь сама по себе еще не создает тепла. Тепло появляется там, где сильный не использует слабость другого, где зависимость не превращается во власть, а близость – в право распоряжаться чужой жизнью. Тогда общая история перестает быть только грузом прошлого и может стать основой для чего-то нового, для связи, в которой есть не только принадлежность, но и взаимная ответственность. Корица напоминает, что настоящее тепло рождается не само по себе. Оно появляется там, где люди способны сохранять связь друг с другом. На протяжении тысячелетий корица сопровождала человека в самые разные моменты жизни. Она была частью священных ритуалов, лекарственных составов, праздничных трапез и домашнего очага. Менялись эпохи, культуры и языки, но ее смысл удивительным образом оставался похожим. Она всегда оказывалась там, где жизнь стремилась объединять. Возможно, поэтому главный урок корицы – не о тепле как ощущении, а о тепле как результате отношений. Связь не возникает сама собой. Она требует внимания, уважения, способности видеть другого человека и иногда преодолевать собственное желание, поставить себя в центр. Именно там, где появляется взаимность, рождается пространство, в котором становится возможной жизнь. Так же, как огонь требует постоянной заботы, человеческие отношения требуют ежедневного участия. И если этот внутренний огонь поддерживать, он начинает согревать не только одного человека, но и всех, кто находится рядом. Наверное, именно поэтому аромат корицы уже многие тысячи лет остается символом дома. Не потому, что дом – это стены, а потому, что настоящий дом рождается там, где люди сохраняют живую связь друг с другом.